жених ее подруги. «О нет», — подумала Лиза. Мысль о том, что Алексей решил повести ее в свадебное путешествие, пугала молодую девушку. Когда она спустилась в холл, муж уже ждал ее. Он тоже переоделся. Теперь на нем были светлая рубашка и брюки, которые, как всегда, подчеркивали его отличное телосложение. Лиза подошла ближе, и Алексей притянул ее к себе. Его губы коснулись ее виска. Лиза снова ощутила дрожь в коленях. Она взглянула на мужа и увидела в его глазах что-то, заставившее ее сердце остановиться. Но уже через секунду его взгляд был таким же холодным, как всегда. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Алексей. «Ты тоже не могла не подумать, Лиза», а вслух спросила: «Куда мы направляемся?» «Туда, куда обычно спешат все молодожены». И он взял жакет, который Лиза держала в руках. «Туда, где мы сможем остаться наедине». «Но я этого не хочу», — нахмурилась она, в то время как Алексей накинул жакет ей на плечи. «Правда? Я сейчас умру от горя», — с сарказмом заметил он. «Я думала, мы останемся на вилле. Я привыкла к этому дому. Здесь удобно». Алексей как-то странно взглянул на нее. «Это традиция». «Но это глупо», — возразила Лиза. «Что глупо? Уезжать, когда гости еще празднуют. Если мы уходим, разве они не должны сделать то же самое? Хочешь выгнать всех наших гостей?» С улыбкой спросил Алексей. «Твоих гостей?» — поправила его она. «Аккуратней, дорогая. Ты хочешь снова загнать себя в угол? Тем более здесь столько свидетелей. Я просто хочу сказать, что мы могли бы тоже остаться». Алексей действовал так быстро, что Лиза не успела опомниться. Он прижал ее к себе и прервал ее речь страстным поцелуем. Она лишь краем уха уловила шепот, который пронесся по холлу. Лиза попыталась оттолкнуть мужа, но Алексей не собирался сдаваться так просто. Он еще крепче прижал жену к себе, и жакет, которым он еще недавно так заботливо окутал ее плечи, упал на пол к их ногам. Кто-то тихо пошутил. «Шоу должно продолжаться», – прошептал Алексей, слегка ослабив хватку. Лиза была так ошарашена, что не могла найти слов и лишь слабо кивнула. Как только Алексей отошел от нее, раздались аплодисменты. Лиза опустила глаза и покраснела. Но, к счастью, ей на выручку пришел муж. Он взял ее за руку и вывел во двор, где их ждал вертолет. «Я не могу улететь, не попрощавшись с отцом», – заявила Лиза. «Он уже уехал, чтобы успеть на рейс в Екатеринбург», – сообщил Алексей. У Лизы замерло сердце. Она молча уставилась на мужа и почувствовала, как кровь отлила от ее лица. Алексей тихо выругался и потащил ее к вертолету. Пара минут, и они уже летели над озером и толпой журналистов, которые пытались разглядеть хоть какую-нибудь мелочь. «Не обращай на них внимания», – посоветовал Алексей. «Скоро они отвлекутся на кого-нибудь другого». Странно, но в данную минуту Лизу совершенно не волновали надоедливые репортеры. «Он уехал, даже ничего не сказав», – растерянно пробормотала она. «У него дома полно работы». Алексей даже не стал делать вид, что не знает, о ком идет речь. «Ты должна принять тот факт, что ваша фирма сейчас для него является главным приоритетом». «Спасибо», – съязвила Лиза, за то, что нашел хоть какое-то оправдание. Вертолет доставил их на частный аэродром, где они пересели на личный самолет Алексея и снова поднялись в небо. Лиза по-прежнему не догадывалась, куда они летят. И, честно говоря, ей было все равно. Сегодня самый ужасный день в ее жизни. Она чувствовала себя так, будто попала в аварию и не может нормально дышать. «Я попросил твоего отца уйти, когда ты переодевалась», – неожиданно признался Алексей. «Почему?» – изумленно спросила Лиза. «Он расстраивает тебя. Он мой отец. Ему позволительно расстраивать меня». «Я твой муж», – возразил Алексей. «Мне позволительно защищать свою жену от всего, что ее огорчает». Лиза кинула в его сторону взгляд, полный презрения. «Меня расстраиваешь ты. Может, ты исчезнешь из моей жизни?» «Не сейчас, когда мы летим на такой высоте», – улыбнулся он, но потом серьезно добавил. «Перестань злиться на меня, Елизавета, и объясни, почему ты позволяешь своему отцу вести себя так, как сегодня». Лиза рассказала мужу историю своей матери холодным и безучастным тоном, стараясь не замечать реакцию Алексея. «Теперь ты понимаешь», – подытожила она. «На нашей свадьбе он увидел все то плохое, что так боялся найти во мне». «Ты любишь маму?» – спросил Алексей. Лиза кивнула. «Но я невольно напоминаю о ней отцу». «А где она сейчас?» «Она умерла 2 года назад». «Как плохо мы друг друга знаем», – протянул Алексей. «Теперь мне кажется, что твоя семья не так уж отличается от моей». «Это значит, что мы с тобой похожи больше, чем ты думала?» Лиза хотела поспорить, но поняла, что спор она проиграет.
«Куда мы летим?» Вместо этого спросила она. «Всему свое время», — улыбнулся Алексей. «Могу только сказать, что это Карибы. У меня там есть домик, спрятанный на одном из островов». Он открыл бар и достал шампанское. «Будешь?» Лиза покачала головой. «Боишься, что снова опьянеешь?» «Боюсь уснуть». К счастью для тебя, он вернулся с 2 бокалами. Сон на этом лайнере не проблема. Здесь есть помещение с прекрасной двуспальной кроватью. Алексей дождался нужной ему реакции. Лиза нервно взглянула на закрытую дверь, а он молча протянул ей бокал. Лиза знала, что если она откажется, то выслушает еще не одно саркастическое замечание в свой адрес. При условии, что полет будет длиться 9 часов, тебе так или иначе придется прибегнуть к услугам этой кровати. «С тобой или без тебя?» Не подумав, спросила Лиза. «Это приглашение». Взглянул на нее Алексей. «Нет?» – воскликнула она. «Тогда возьми шампанское. Тебе не нужно меня бояться. Пока?» Слово «пока» заставило Лизу вздрогнуть, но она не могла не принять этот вызов. Она смело взяла бокал из рук мужа и залпом выпила его. «Это была плохая идея», – сказал Алексей, поскольку у Лизы начался приступ кашля. Шампанское, как кипяток, разлился по ее телу и сразу же ударил в голову. Уже через пару минут она сдалась и призналась, что желает поспать. Вскоре Лиза в одном белье забралась под одеяло и погрузилась в тяжелый сон. Она не знала, сколько времени прошло. Лишь звук мотора напомнил Лизе, где она находится. Ее голова прояснилась, и теперь молодая девушка чувствовала себя намного лучше. А еще ей очень хотелось есть, но мысль о необходимости покинуть эту кровать была невыносима. Вдруг Лиза замерла. Только сейчас она поняла, что лежит не одна. Рядом с ней был Алексей. Его голова покоилась на соседней подушке, а широкие плечи почти касались ее руки. Лиза уже готова была запаниковать, но с радостью осознала, что Алексей спит. Она издала вздох облегчения. Спящий лев, безопасный лев. Она позволила себе поддаться любопытству и неспешно осмотрела мужа. Одеяло сползло совсем низко, что напомнило Лизе о ее собственной наготе. Она быстренько натянула на себя одеяло. Интересно, он спит совершенно голым? Или нет? Интимность ситуации повергла Лизу в глубокое смущение. Ее дыхание участилось, и она уловила приятный аромат, исходящий от его тела. Алексей был красив как бог. Лиза смотрела на него и не могла поверить, что это ее муж. Никогда она еще не чувствовала себя столь странно. «Серое!» – послышался низкий приглушенный голос. Лиза вздрогнула. Она немедленно вскочила бы с кровати, если бы не тот факт, что на ней был старомодный зеленый бюстгальтер и трусики с ее именем. Сексуальный, туманный, манящий серый цвет. «Нет, не уходи», – попросил Алексей, стоило Лизе слегка пошевелиться. Он перевернулся на бок, чтобы лучше разглядеть ее глаза. «Красавица!» – прошептал он по-итальянски. «Нет», – заявила Лиза. «Перестань называть меня красивой». «Странное создание», – улыбнулся Алексей и убрал прядь волос с ее лба. «У тебя самое красивое лицо, которое я когда-либо видел, но ты упорно не хочешь это признать. Хотелось бы узнать, почему». «Я не буду реагировать на твою лесть», – кратко ответила она, – «просто потому, что ты». Ее голос затих, и она прикусила губу, так как знала, что не должна этого говорить. «Потому что я... Что? Потому что мы женаты». И здесь, но Лиза не договорила, так как Алексей лег на нее. «Ты что делаешь?» – тихим голосом прошептала она. «Устраиваюсь поудобнее». Лиза откинула одеяло, чтобы использовать руки для сопротивления, но она не была готова к прикосновению его теплой кожи. Она даже ощутила биение его сердца. Алексей наклонился и поцеловал ее. Но не страстно, а очень нежно и осторожно. Несмотря на это, Лиза отвернулась, чувствуя себя в западне. «Перестань паниковать», – тихо сказал Алексей. «Я не обижу тебя. Поверь, все очень логично. Нужно поцеловать человека, рядом с которым ты проснулась. Тем более, если он твой муж. Он ждет, что она его поцелует». «Ни за что», – подумала Лиза. «Хочешь сказать, что все должен делать я, дорогая? Не очень справедливо с твоей стороны, но ладно». Алексей снова нашел ее губы своими губами. Но на этот раз поцелуй был не медленным, а быстрым и страстным. Сердце Лизы стало биться с удвоенной скоростью. «Отличный способ начать новый день», – прошептал он. «Еще темно», – сумела произнести Лиза. «Но уже за полночь», – ответил Алексей и перевалился на бок. «Ты долго спала, моя сдержанная жена», пропустила наш первый семейный ужин и улеглась в постель после бокала шампанского, как заправский алкоголик. Лиза покраснела.
То, что я не привыкла пить алкоголь, не делает меня сдержанной. Тогда не сдержанной? Если Алексей имеет в виду, что она ведет себя как дура, то, возможно, он прав. Теперь я хочу есть, сменила тему Лиза. Поэтому, если ты уберешь свою ногу, я встану. Она не закончила, так как Алексей медленно покачал головой. «Расслабься», – посоветовал он. «Я не собираюсь закреплять клятвы, данные нами в церкви, в таком неромантичном месте. Но я действительно хочу получить куда больше, чем то, что уже получил». И он снова навалился на нее всем телом. На этот раз Лиза ответила на его поцелуй с такой же страстью. Она даже не заметила, как Алексей стянул одеяло, и лишь с радостью ощутила его руку на своем бедре. «У тебя шелковая кожа», – заметил Алексей, глядя ей прямо в глаза. Следующим движением он заставил Лизу застонать. Его рука скользнула по ее трусикам вверх, к округлым грудям. Лиза попыталась сопротивляться, но Алексей схватил ее за запястье и начал покрывать поцелуями шею и грудь. Она закричала и начала вырываться, когда его язык начал ласкать ее соски. Чтобы успокоить дикарку, Алексей снова начал целовать жену в губы. Затем легко приподнял ее и расстегнул бюстгальтер. Лиза билась словно в агонии. С одной стороны, она не могла позволить соблазнению продолжаться, а с другой ее тело жаждало прикосновений мужа. Она не могла не расслабиться в его руках. Ее будто магнитом тянуло к Алексею. И вскоре руки Лизы сами начали исследовать то, чем она еще недавно любовалась со стороны. Она должна была прекратить это немедленно, но не смогла. Раньше Лиза не могла даже представить, что ее разум способен потерять контроль над телом. Осознание реальности должно было бы появиться, когда его возбужденное достоинство уперлось в ее бедро, а рука скользнула в самое сокровенное место. Но этого не произошло. Все было сметено бурей страстей. Лиза всем телом прижалась к Алексею, стремясь помочь его руке проникнуть в нее. Ничто не могло приготовить девушку к тому ощущению, которое охватило ее. Лиза изогнулась и поцеловала Алексея, будто только так могла пережить надвигающуюся на нее волну. Он что-то шептал на итальянском, но она не слышала. Ее охватило ощущение полного подчинения этому мужчине. Вдруг он сдвинулся и начал снимать с нее трусики. Секундное промедление, Алексей ругнулся, и это, наконец, вернуло Лизу на землю. Паника пронзила ее от макушки до пяток. С невиданной силой, подкрепленной адреналином, Лиза оттолкнула Алексея и быстро выскочила из постели, успев, однако, заметить его непонимающее, ошарашенное выражение лица. Минуту висела мертвая тишина. Лиза могла слышать лишь биение своего сердца. «Ты сказал?» – смогла прошептать она. «Я помню, что сказал». Лиза, не моргая, смотрела на обнаженное тело мужа и на доказательство того, как сильно он возбужден. Алексей закрыл рукой глаза и замолчал. «О боже!» – пробормотала Лиза и повернулась к нему спиной, проклиная себя. Как она могла допустить, чтобы все зашло так далеко? Как могла поверить ему? Ведь Алексей привык делать только то, что хочет он. «У тебя самая аппетитная попка, которую я когда-либо видел», – внезапно заявил Алексей. Кремово-белая, упругая, едва прикрытая бесполезными трусиками. Умирая от стыда, Лиза поправила белье. «Думаешь, это поможет?» – хмыкнул Алексей. Лиза покачала головой. В данную секунду она готова была отдать все, лишь бы вернуть на место свой бюстгальтер. С ним она не побоялась бы повернуться к Алексею лицом и сказать ему что-нибудь едкое в ответ. «Тогда, видимо, тебе кажется забавным остановиться, когда мы оба вошли в раж». По его тону Лиза поняла, что он злится. «Ты не понимаешь? Я распознаю издевку, когда сталкиваюсь с ней». Лиза услышала сзади шорох. Очевидно, Алексей встал и начал одеваться. Тогда она быстро схватила свой топик и натянула его. «Мужчина, который не держит своих обещаний, заслуживает такого наказания», – ответила Лиза, когда почувствовала себя более уверенной. «Значит, в тебе совершенно не развиты природные инстинкты», – парировал Алексей. Застегнув юбку, Лиза наконец ощутила достаточно храбрости, чтобы повернуться к нему лицом. У нее перехватило дыхание, когда она увидела, что у мужа обнажен торс. На его широкие плечи мягко падал свет лампы. Лиза с трудом отвела от него взгляд и поэтому не заметила, что Алексей засмотрелся на ее грудь и соски, которые возбужденно торчали под топиком. «Я не собираюсь извиняться. Это вообще не должно было произойти». Алексей взял что-то с кровати и ответил. «Вот кинул он это ей. Тебе лучше прикрыться. Если мои люди увидят тебя, у них случится припадок». Убив этими словами едва зародившуюся храбрость жены, Алексей надел черную футболку и вышел. Лиза взглянула на бюстгальтер, который она держала в руках, и затем перевела взгляд на свою грудь.
Если можно было бы умереть от смущения, то это непременно случилось бы с ней. Остаток полета они провели в тишине, лишь изредка перекидываясь ничего не означающими фразами. Лиза немного покушала. Большого аппетита у нее не было, Алексей лишь пил кофе. И на этот раз на столе не было ни грамма алкоголя. Вскоре Алексей достал свой портфель и углубился в изучение каких-то бумаг. Лиза тоже хотела чем-нибудь заняться, но это было невозможно. Теперь она играла роль жены богатого мужа, которого ни в коем случае нельзя отвлекать во время работы. Ее секретарской деятельности в фирме отца пришлось положить конец. Поэтому теперь ей совершенно нечего было делать. Молодожены улетели так быстро, что она даже не успела взять с собой книжку. В конце концов Лиза снова задремала. Она поджала под себя ноги и положила голову на спинку кресла. Когда она проснулась, то обнаружила, что ее накрыли пледом, а Алексей все еще внимательно читает бумаги. Лиза не могла отказать себе в удовольствии понаблюдать за ним. Периодически Алексей что-то черкал на бумаге, и Лиза неосознанно читала его пометки. «Ты неправильно написал слово «не окончательно», – неожиданно для себя сказала она. Алексей замер и медленно повернул голову в ее сторону. «Я все написал правильно», – гордо заявил он. «Ты написал «а»?» Вместо «о» настаивала Лиза. То предложение, где говорится, что решение не окончательно. «Ты разбираешь мой почерк?» «До мелочей?» – с любопытством спросил Алексей. Лиза кивнула и взглянула на мужа. В его глазах не было и тени сомнения. Следовательно, он либо не хотел признавать свою ошибку, либо Лиза все же была не права. Она скинула плед и взяла бумагу. Внимательно прочитав предложение, протянула лист обратно, не сказав ни единого слова. Алексей нахмурился, взглянул на документ и рассмеялся. «Ах ты, рыжая хитрюга», — сказал он и аккуратно исправил «а» на «о». «Мои волосы не рыжие», — запротестовала Лиза. «Какие же они тогда?» «Каштановые и очень непослушные», — добавила Лиза, убирая прядь со лба. «Как и их хозяйка», — добавил Алексей. «Значит, ты заметил, что меня не так просто приручить?» «Заметил», — кивнул Алексей. «А ты не заметил, что я девственница?» — неожиданно спросила она. Конец 4 части.